Привет, меня зовут Лилия. В этом видео покажу, как делала винтажное панно на стекле. В основе будет большая фоторамка со стеклом для фото 30 на 40 сантиметров, а сама рама размером 35 на 45 сантиметров. Рамку разбираю, отделяю подложку и стекло. Вот такой рисунок-трансфер я покупала в Wildberries. Ссылку оставлю в описании. Размер рисунка 30 на 42 сантиметра. Вырезаю нужный мне мотив. А затем разрезаю его на две части. И теперь буду наклеивать рисунок на стекло. Сначала я пошла неправильным путем, разместив рисунок на плотном файле. Я начала это делать по инструкции к такому трансферу, но не учла, что мой рисунок будет не на верхней поверхности стекла, как обычно располагают все декупажные рисунки, а под стеклом, то есть на обратной стороне стекла. Поэтому можно сразу уложить рисунок на стекло лицом вниз и в таком виде смачивать его изнаночную сторону водой. Да, это обычная вода. Когда бумажная основа хорошо пропиталась, снимаю ее, а оставшийся рисунок на стекле хорошо и аккуратно расправляю. Вторую часть мотива я уже наклеила сразу на стекло. Бумажную основу таких трансферов лучше сдвигать в сторону, а не приподнимать. Так не будут образовываться пузыри под рисунком. Я же их аккуратно убираю. Когда рисунок подсох, его краям придаю некоторые неровности, словно рисунок был оборван, а не ровненько вырезан. Декоративной краской коричневого цвета с эффектом металлик с помощью кусочка губки тонирую края стекла, немного заходя на рисунок. Аэрозольной краской цвета серебристый хром закрашиваю обратную сторону стекла, на которой наклеен рисунок. Именно этот цвет будет фоновым. Если честно, я не совсем удовлетворена, что выбрала такой цвет. Наверное, нужно было остановиться на каком-то теплом оттенке. Но в итоге, в общем-то, так тоже неплохо. Поверх серебристой краски я еще нанесла слой черной краски, но это не обязательно. И в итоге получилось вот так. С помощью трафаретов и акриловых красок черного цвета, а позже краски с сильным золотым пигментом, наношу рисунки на лицевую сторону стекла.
И вот такой рисунок на стекле получился. А теперь приступаю к декорированию рамки. Предварительно заготовила вот такие фигурки. Они льются из жидкого пластика с помощью вот таких молдов. Использовала 3 вида молдов. Эти 2 были в наборе. Ссылки на них оставлю в описании к этому видео. А как именно делать такие фигурки, я показывала в одном из своих видео. И если вам интересно или нужна такая информация, ссылку на этот ролик оставлю в описании под этим видео. Фигурки наклеиваю на рамку с помощью термоклея. Если фигурку нужно укоротить, делаю это с помощью маленькой ножовки. Кстати, если фигурка имеет небольшую толщину, то такой пластик можно резать и ножницами. Вот таким образом задекорировала поверхность багета. И теперь закрашиваю его акриловой краской черного цвета. Когда краска высохла, в углубление фигурок на багете ввожу немного темной синей краски. Это придаст багету интересный, слегка заметный перелив синего и черного цветов. Краску развожу водой, а излишки потом убираю салфеткой. После высыхания багет выглядит вот так. Это тоже акриловая краска, но с добавлением золотого пигмента. С помощью сухой кисти наношу ее на выступающие поверхности фигурок. И получился вот такой багет для моего стеклянного панно. Стекло с подложкой вставила на место, и картина готова. Буду рада вашим комментариям, а если понравилось, не забудьте отметить лайком. Это очень помогает развиваться этому каналу. Всем огромное спасибо за внимание. И, как всегда, жду вас на своем канале.